Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о видеонаблюдении для частных домов и небольших офисов. Мы сейчас находимся на объекте, где 3 года назад я установил видеонаблюдение фирмы Hikvision, видеорегистратор. Вы сейчас видите маркировку и 7 IP камер наружного и внутреннего исполнения, тоже с маркировочкой. Почему именно эта фирма я ее выбрал? Потому что она давно на рынке, у нее очень классный продукт в плане программного обеспечения, как для пользования на мониторе просмотра, так и для мобильного приложения. И давайте сейчас поподробнее остановимся на каждом пункте. Почему я выбрал IP-камеры, а не аналоговые камеры? Ответ довольно прост. Первое, это то, что за IP-камерами будущее. Второе, это то, что я сталкивался с аналоговыми камерами, и мне не понравилось качество изображения записываемое. Понятно, что если можно купить камеры аналоговые подороже, там качество получше, может конкурировать с IP-камерой, но все-таки IP-шки лучше. Плюс IP-камеры можно подключить в вашу существующую сеть. И даже на первых порах вы можете установить IP-камеру, не используя видеорегистратор. Подключить ее в локальную сеть к вашему домашнему роутеру и установить флешку вовнутрь самой камеры. И она будет какое-то время записывать себе и на флешку и хранить записи. А вы с телефона можете спокойно мониторить свои записи. Третье. В моем случае из-за ограниченного бюджета я купил сначала одну камеру наружную и регистратор. Подключил, посмотрел, как оно все работает. И в течение следующего года я докупал камеры и устанавливал там, где мне нужно. Что мне это дало? Первое, это то, что к этому регистратору легко коннектятся IP-камеры даже другого производства, других фирм. И без проблем все будет работать. С аналоговыми камерами немножко там сложнее. Там есть несколько форматов записи видео, и не все регистраторы могут их поддерживать. И там есть свои нюансы, сложности. Лучше в это не влазить. Давайте посмотрим на сам регистратор. Регистратор, получается, у него 3 USB. Сзади у него есть выход VGA для подключения монитора и HDMI выход для подключения телевизора. Также именно у него есть встроенный PoE-коммутатор. Что это такое? Это банальный такой свич-коммутатор, который может раздавать питание и запитывать наши камеры. Есть два просто исполнения данных регистраторов, это с PoE-коммутатором и без PoE-коммутаторов. Если вы не хотите париться, то просто покупайте с PoE-коммутатором и от самого регистратора ведете кабель к вашей IP-камере. Обязательно, чтобы это было 8 жил, по 4 идет у нас сигнал и по остальным идет питание. В принципе, это так же, как и с аналоговыми камерами. Но можно еще и подключить по-другому. Купить без PoE-коммутатора встроенного, а установить вот такой коммутатор, обычный свич, а сами камеры подключать напрямую. Там есть у камер кабель питания, можно отдельно подключать. Либо через вот такой сплиттер, инжектор, PoE-инжектор. Опять же, вы можете от вашего коммутатора через этот сплиттер сюда подать питание, и на саму камеру уже пойдет как и через этот. Немножко замудренно, но когда вы это начнете подключать, вы поймете. Я решил не париться и купил со встроенным. Хотя сейчас я думал об этом много, и я бы, наверное, купил бы все по отдельности. Но это в моем случае. При расширении сети было бы удобнее, когда у вас все отдельно. Но есть еще у этого регистратора плюс, когда он встроенный PoE-инжектор, PoE-коммутатор. Это то, что у нас стоит источник бесперебойного питания, и когда тушится свет, то продолжается у нас все записываться.
При этом отсюда же подается питание на наши камеры, и значит камеры будут работать и все писать. В случае, если это будет все по отдельности, то будут проблемы. Какие? Регистратор будет писать, а камеры выключатся и никакой записи не будет. Это будет косяк. Нужно подумать тогда, как запитать эти камеры, там дополнительно ввести к ним кабеля питания, бесперебойник ставить. Ну, есть свои нюансы. Так что, если вы как новичок, советую установить вот такой именно регистратор. Характеристики данного регистратора я оставлю ссылочку в описании, почитайте. Могу рассказать только основное, что данный регистратор пишет до 6 мегапикселей, камеры поддерживает, и у нас подключено 7 штук на 4 мегапикселя в почти хорошем качестве. Там есть среднее, высокое и супер высокое. Мы поставили высокое качество и установили жесткий диск на 500 гигабайт. Сам регистратор поддерживает объем более, там, и на 2 терабайта жесткие диски. Ну, какой был, такой и поставили. Так вот, пишет он, архив нам хранит 1,5 месяца. При этом камеры пишут по событию, на движение и по какому-то событию. Можно, конечно, выставить запись постоянную, чтобы писал, но тогда архив будет меньше храниться. И есть такой нюанс, это когда, если что-то у вас случится, и вам нужно найти это событие, какое-то происшествие, вам нужно знать точное время. И это очень неудобно, потому что если вы смотрите, надо листать, искать это событие. А если запись идет по движению или по событию, то тогда там будут маркеры, показано, где именно происходило движение, и вы с легкостью можете найти данное событие, которое произошло. При выборе регистратора всегда покупайте его с запасом на количество камер, потому что со временем вы поймете, что нужно еще докупить какие-то камеры, установить в тех или иных местах, там мертвые зоны, и столкнетесь с тем, что он у вас уже под завязку забитый, и придется еще один покупать регистратор. Лучше взять с запасом, оно пригодится вам, это 100%. Перейдем к камерам. На данном объекте я установил два вида камер: цилиндрические для улицы и внутренние. Как я их выбирал? Перед этим я посмотрел много видеозаписей в YouTube. Есть, как они пишут, образцы записей ночью, днем. И отталкиваясь от этих записей, я решил остановиться на данных камерах 4 мегапикселя с диафрагмой 2,8 мм. Это самый широкий угол обзора. При этом я купил сначала одну, установил ее, посмотрел приблизительно, какой угол обзора у нее, поносил ее по объекту, чтобы прицениться, какую камеру где лучше установить и с каким углом обзора. Потом я начал их просто докупать и устанавливать по объекту, там, где уже я хотел. Как определиться с углом обзора для камер? В одной из статей я читал, что с широким углом обзора камеры устанавливаются для того, чтобы понимать обстановку на объекте. А уже с более узким углом обзора камеры устанавливаются для какой-то детализации. Если это магазин, например, на входе всегда устанавливается камера с малым углом обзора, которая снимает посетителей, сканирует их лицо, и они заходят. А уже по самому объекту устанавливаются широкие камеры с большим обзором, и уже просто вы понимаете, что такой-то человек зашел в такой-то куртке, и вы уже можете видеть, куда он пошел, и ориентироваться в этом. Также еще с малым углом обзора ставятся камеры, например, на кассах. Они как раз фокусируются там на деньгах, на купюрах. Четко все видно из именно изображения. Если же мы говорим о частных домах, то камеры с малым углом обзора удобно ставить в маленьких помещениях и в коридорах. С широким углом обзора будет снимать стены ваши. Это неудобно и незачем. А вообще совет такой. Купите сначала одну камеру в себе с широким углом обзора. Походите по своему объекту, дому, квартире, там, где вы будете ставить. Посмотрите, как она снимает. И уже, основываясь на этих записях, уже тогда определяйтесь, какие вам камеры нужно докупить, с каким углом обзора, сколько мегапикселей. Не обязательно всегда покупать там 4 мегапикселя и гнаться за мегапикселями. Можно купить и 2 мегапикселя камеру, но с узким углом обзора.
И для маленького помещения это, в принципе, будет очень хорошо писать. И самое главное, что не нужно покупать видеорегистратор перед этим. Вы покупаете эту одну камеру, подключаете ее к своей существующей локальной сети с помощью кабеля и обычного там блока питания. И через веб-браузер вы можете просматривать саму запись, как она там пишется. Плюс у вас там флешка, если она в комплект не идет, вы можете ее установить. И определиться с регистратором, с количеством камер и с диафрагмами всеми. Это очень удобно, в отличие от аналоговых камер, потому что аналоговую камеру вам по-любому придется сразу же покупать и регистратор, чтобы ее подключить и посмотреть, как оно все пишет. Еще такой момент, в каждой камере установлена инфракрасная подсветка. Она светит где-то до 30 метров. Она нужна для того, чтобы снимать ночью. При этом ночью идет съемка черно-белая, не цветная. И есть такой нюанс, это то, что если камера снимает на улице, там, например, подъезжает машина, то номерной знак инфракрасной подсветкой всегда засвечивается, и вы не увидите номер. И либо если человек подходит ближе, то его лицо сильно засвечивается от этой подсветки, и считать само лицо крайне сложно. Чтобы такого не было, лучше установить дополнительное освещение. Либо инфракрасную подсветку откуда-то сбоку, чтобы она светила, либо лучше установить обычные прожектора. Тогда камера не будет переходить в черно-белый вариант, и можно будет с легкостью считать номерной знак или лицо. Если же мы ставим камеры в помещении, то здесь можно не заморачиваться и оставить обычную инфракрасную подсветку. Очень довольно хорошо все просматривается. Опять же, если мы установили хорошие камеры снаружи, то человек, который заходит, мы его считываем, объект, а уже здесь просто наблюдаем, куда он перемещался. И не надо никаких дополнительных там света постоянно, чтобы светил. Все отлично пишет и видно. На что еще нужно обратить внимание, так это на кабель. Кабель для данных камер это обычная витая пара, 8-жильная. Если у вас идет по POE с POE питанием, если вы решили без POE питания, то 4-жилка прокатит. Но важно, чтобы жилы были медные, потому что обмедненный алюминий будет плохо влиять на качество изображения. И если у вас даже витая пара будет еще с оплеткой экранированной, это будет плюсом. И еще один плюс данных регистраторов и самой фирмы Hikvision — это то, что у них очень удобное мобильное приложение для удаленного мониторинга записей и просмотра камер видеонаблюдения. Здесь есть возможность посмотреть каждую камеру, можно посмотреть, что сейчас происходит, и посмотреть запись. Опять же, срабатывает на движение. В принципе, ночью никакого движения не было. Вот у нас есть движение. Опять же, можем нажать, выбрать саму дату. Красненькие точки это показывают, когда камера писала. Даже, видите, ноябрь можно увидеть. Вот запись идет в черно-белом варианте, потому что недостаточно освещенности. Срабатывает, все отлично. Сейчас я найду запись там, где у нас, вот видите, туман, как плохо снимает. Это обязательно нужно, чтобы было все-таки дополнительное освещение, более яркое, сильное, чтобы камера не переходила в такой режим. И сейчас я найду видео, приложу. Это там, как пишет камера в машину с номерным знаком, считывает в черно-белом варианте и в цветном варианте. Также есть возможность поделиться. Вы можете поделиться данным объектом с каким-то пользователем, для того, чтобы другой человек тоже мог мониторить, что происходит на объекте. Там есть у вас функция показывать ему смотреть только в онлайн режиме, или может он только просматривать записи, и вы можете ограничить доступ к каким-то камерам, он может только смотреть определенные камеры. В общем, много настроек, очень удобно, все интуитивно понятно.
Так что я рекомендую. У меня еще установлено приложение и есть объект, там где находится аналоговая камера и китайское приложение. Вот вы видите рекламу, как всегда, неудобную. И сам регистратор. Качество просто паршивое. Вот, ночная съемка не сильно. Сейчас я приложу, как он днем пишет. Не советую. Все-таки IP-камеры в разы лучше. Вот такой у нас получился обзор, довольно беглый. Сама тема очень обширная, много нюансов по подключению. И если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, с радостью отвечу. Если надо, запишу дополнительно какое-то видео по настройке регистратора или подключению камер. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал. С вами был Артем Кошелев. Всем пока. Ты